Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Фефилова, и это наша первая онлайн-лаборатория современного зрителя. Как вы знаете, в апреле 2020 года должен был состояться первый большой сольный концерт хора «Музыка Этерна» в Петербурге. Прозвучала бы музыка Шнитке, концерт для смешанного хора на стихи Григора Нарикоцы. Анна Фефилова, музыковед, кандидат искусствоведения, лектор, исследователь, куратор просветительских и образовательных программ, в том числе Международного Дягилевского фестиваля и лаборатории современного зрителя Пермь, Санкт-Петербург. Работает с «Музыкой Этерна» с 2005 года. Автор курса по активному слушанию музыки, любит русскую музыку, а особенно Римского-Корсакова и русский рок. Сегодня моим собеседником будет главный хормейстер хора «Музыка Этерна» Виталий Полонский. Я надеюсь, что вам будет интересно с нами, и передаю слово моему коллеге и другу Виталию. Анна, я приветствую тебя и наших дорогих зрителей, которые сегодня лишены возможности посещать концерты, встречаться с музыкантами. Но наши беседы смогут помочь подготовиться к концерту, который, я надеюсь, все-таки состоится. В наших беседах мы поговорим о роли хора в творчестве Альфреда Шнитке, о хоровой музыке, которая есть в репертуаре нашего коллектива «Музыка Этерна». Наберитесь терпения и будьте с нами. Виталий Полонский окончил Новосибирскую государственную консерваторию имени Глинки. С 2003 года работает с дирижером Теодором Курензисом, хормейстером «Музыка Этерна». Хормейстер-постановщик спектаклей в Пермской опере. Выступал на фестивалях в Экс-эн-Провансе, Бохуме и Зальцбурге. С 2019 года хор вместе с оркестром «Музыка Этерна» работает в Санкт-Петербургском доме радио. У меня первый вопрос. Как возник концерт для хора в репертуаре хора «Музыка Этерна»? Как появилась эта музыка? Может быть, ты помнишь ее, и я знаю, что ты вначале воспринимал ее изнутри, ты был участником хора. Вот ты помнишь свои первые впечатления и как она возникла? Я человек, который учился в советское время в музыкальном училище, которое я закончил в 90-м году. А пластинка, которую записал Шнитке с хором Полянского, она вышла в 88-м году. И я был счастливым обладателем этой пластинки, я ее купил, это винил, замечательная пластинка. И тогда у меня не было возможности видеть ноты, видеть партитуру, я мог воспринимать только на слух. И я помню, что у меня сложился какой-то образ невероятной музыки, сравнимой с музыкой Баха. И эта музыка была где-то внутри меня. И пластинка переместилась вместе со мной в город Новосибирск. И в Новосибирске, после моего приезда в Новосибирск, через лет 5 появляется на творческом горизонте нашего города, появляется Теодор Курензис. И в какой-то момент он предложил Вячеславу Вячеславовичу Подъельскому, главному хормейстеру Новосибирского оперного хора, осуществить этот проект. И я тогда был просто артистом хора. Вы можете представить мои чувства, когда я увидел эти ноты. Это фантастика. Во-первых, это Musik für Augen, музыка для глаз. Даже вот внутри нот
внутри страниц, которые написаны шнитки, это просто какая-то фантастика. И когда мы начали репетировать, мы поняли, что эта музыка невероятной сложности, и она требует большого погружения в материал. Она очень камерная и интимная. И вот в Новосибирске эта музыка была озвучена Новосибирским оперным хором под руководством Теодора Курензиса, и главным хормейстером выступал Вячеслав Подъельский. Но на этом, конечно, не закончилась история. Насколько я понимаю, твое очень правильное такое знакомство с музыкой. Сначала слуховой опыт, затем изнутри ты ее исполнял и прожил эту партитуру как певец, артист хора, как артист хора. И на третий этап, который, насколько я понимаю, случился уже в Перми, когда ты был главным хормейстером, создателем такого хора «Музыка Этерна», уже ты выступил, собственно, работал с этой партитурой снаружи. Вот твое впечатление, когда ты сам встал за пульт как бы на позицию хормейстера, какое было твое ощущение от этой музыки? В Перми мы не в первый год, конечно, нашего становления сделали это, может быть, через 3 года. Потому что я говорил уже, что эта партитура требует большого включения и невероятной вокальной работы. В Перми мы сами не могли справиться, так как пермский хор был камерным хором. Нас всего было 40 человек на тот момент, но мы и не планировали расширяться. Но желание исполнять подобную музыку, оно сподвигло нас к тому, чтобы мы пригласили какой-то хор, который будет близок нам по духу, будет близок нам по эстетике. И мы достаточно долго думали, какой коллектив в России мы могли бы пригласить. И остановились на хоре из Саратова под руководством Людмилы Лицовой. Это театр хоровой музыки. Мы договорились о репетиционном процессе, и каждый на своей базе подготовил материал целиком. Потом мы встретились в Перми, и этот концерт мы спели на Дягилевском фестивале. Для нас это была невероятная работа. Она развивает коллектив как никакая другая, потому что и образная сфера, и вокальные сложности, которые есть в этом концерте, их нужно было преодолевать. Поэтому я вспоминаю с невероятным трепетом. Я могу напомнить, если среди вас кто-то есть петербуржец, может быть, вы были на этом концерте, потому что мы с этим коллективом приезжали уже в Петербург и исполняли его в Большом зале филармонии. То есть это был единственный гастрольный концерт, выездной концерт с хором, и именно в Петербурге он состоялся. Да, тоже. Потому что хор «Музыка Этерна» имеет, конечно, гастрольную практику и в Европе, и в России, но не так много сольных концертов, где мы исполняем акапельную музыку. Поэтому для нас было это невероятно ответственно, и мне кажется, что в тот раз получилось. Но, может быть, вы исполняли другие сочинения Шнитке? Можешь немножко рассказать об этом? Я счастлив, что хор «Музыка Этерна» еще имеет в репертуаре 2 произведения. Они не очень большие и достаточно лаконичные. Я говорю о 3 духовных хорах, которые есть у Шнитки.
это трехчастная форма. Каждый хор идет не больше 1,5 минут. Но гений композитора в том, что за такое короткое время есть ощущение, что это квинтэссенция тех приемов, тех смыслов, которые он закладывает. И второе произведение, которое есть сейчас в репертуаре хора «Музыка Этерна», это «Голоса природы». Я думаю, что это произведение написано Альфредом Шнитке под впечатлением замечательной музыки, которая тоже есть в репертуаре хора «Музыка Этерна». Это «Люкс Этерна Лигити». Там похожие принципы. Единственное, что у Лигити эта музыка является таким сгустком небесной энергии, звуком сфер. А у Шнитке она более человечная. Но технические приемы там где-то совпадают. И она более гармонична и воспринимается публикой гораздо легче. Коль мы заговорили о Люкс Этерна, то, насколько я знаю, его последнее неоконченное сочинение, которое заканчивал Геннадий Рождественский, тоже Люкс Этерна. И я думаю, что, может быть, однажды оно появится в репертуаре «Музыка Этерна». Хотя... Вот ты сказала о Геннадии Рождественском, и я вспомнил надгробие Шнитке. На его могиле есть камень, на котором нарисован нотный стан, и пауза, целая пауза, над ней фермата и 3 форта. Почему я вспомнил эту историю и связывая с Рождественским? Потому что когда он подарил, я не помню какую музыку, он подписался именно так. То есть это автограф Шнитке. И те, кто музыканты, они, конечно, поняли аллегорию. Но я расскажу, что целая пауза – это самая длинная пауза, которая может быть. Фермата – это остановка на ней. А 3 форта – это максимальная громкость, которая должна быть. И это оглушающая тишина. Так вот, в музыке Шнитке есть эта оглушающая тишина. Это один из тех композиторов, у кого паузы или ферматы между разделами, они наполнены невероятным смыслом и позволяют слушателям включить свою какую-то фантазию, свой бэкграунд, и этим он отличается от других композиторов. Очень интересный вопрос состава, потому что ты сказал, что для исполнения хорового концерта нужен большой состав. Как я понимаю, он даже больше, чем тот, которым мы сейчас располагаем в Петербурге с хор «Музыка Этерна». И у меня 2 вопроса возникло. Первый, как вы дополняете необходимый вам объем сейчас? И второй момент, имеет ли значение, где исполнить этот концерт, поскольку это паралитургическая музыка, она не предназначена для исполнения в храме во время службы, но в принципе, будь это концертная площадка или, скажем, собор, насколько будет отличаться состав участников в этих 2 случаях? Этот концерт действительно должен исполнять большой хор. И пожелание Теодора, что не менее 80 человек. А на сегодняшний день в хоре «Музыка Этерна» 60 человек. И оказавшись в замечательном городе, в Петербурге, где мы сейчас живем и работаем, у нас есть возможность сотрудничать с местными музыкантами, именно с петербуржцами. И с кем-то мы начали сотрудничать на других проектах. И к этому конкретному проекту мы уже имеем достаточно большой пул музыкантов, которых мы ангажировали и которые готовы были исполнить в эти дни этот концерт. И мы даже провели часть репетиции уже с ребятами. Но из-за карантина пришлось остановить всю эту историю. Поэтому 20 замечательных музыкантов из Петербурга работают с нами этот концерт. И мы рассчитываем на то, что мы сможем в дальнейшем с ними сотрудничать. А относительно концертных площадок и того места, где должна исполняться музыка, конечно, было бы здорово, если бы эти концерты могли проходить в храмах. Сама музыка, сама фактура, она требует большой реверберации. Если будет сильно сухая акустика, которая
как правило, бывает в концертных залах, то может не быть такого впечатления. Но мы достаточно много работаем на разных площадках, и я не думаю, что в Петербурге возникнет какая-то проблема. Мы проведем достаточно серьезный саундчек той площадки, где мы будем работать, и мы сможем добиться этой храмовой атмосферы. Ты живешь с этой музыкой уже больше 20 лет, если я правильно считаю. Меняется ли твое восприятие этого концерта? Меняются ли смыслы, на которые ты реагируешь в этой музыке, или нет? Вот я сейчас говорю именно о твоем личном, не опыте хормейстера, а опыте музыканта, может быть, слушателя. Именно тексты с возрастом ты понимаешь немножечко по-другому. Если какие-то смыслы любви или смерти, они в разном возрасте воспринимаются по-разному. Я не могу сказать, как я сейчас отношусь к смерти. Возможно, что мое восприятие ее более спокойное и философское. А в этом концерте достаточно много говорится о том, как мы закончим свой земной путь. И чем еще интересен этот концерт для музыкантов, потому что Нарикоци, помимо монашеской жизни, он еще был поэт, он был философ. И нам, музыкантам, которые являются тоже художниками, нам это очень близко, и есть ощущение, что это ты говоришь, что это твой текст. Ты его себе присваиваешь, и чем больше ты с ним живешь, тем он больше становится твоим личным. В связи с тем, что ты сказал, Нарикоци был поэтом и философом, хотела добавить, что он был еще и композитором. Да. В этом смысле, конечно, его песни, они песни в буквальном смысле. То есть это слово, которое становится музыкой, как только ты его произносишь. И, конечно, Шнитке не случайно говорил, что он написал не ту музыку, которую хотел сам, а ту музыку, которую этот текст требовал. И неоднократно подчеркивал, что не он пишет, а пишут им. И то есть некий такой способ создания, в котором он был лишь проводником для этой музыки. И согласен ли ты со мной, что исполнители в этом смысле тоже являются скорее проводниками? То есть здесь не такое большое пространство для выражения себя, как исполнителя. Ты, как и вслед за Нарикоци, вслед за Шнитке, все свое мастерство вкладываешь в то, чтобы максимально передать те духовные смыслы, которые в этом тексте, в этой музыке были заложены изначально. Абсолютно. Когда я сказал, что ты присваиваешь себе текст, я имел в виду не мое личное какое-то, что это в моей душе родилось. Нет, это, знаете, это действительно какое-то проведение сверхсмыслов. И я бы хотел даже процитировать Шнитке. Он сказал, что текст Нарикоци – это только подготовка к пониманию истинного смысла, который открывается при чтении, но словами не передаваем. Шнитке обратился к этому тексту и положил его на музыку, потому что музыка возникает там, где заканчивается слово. И Шнитке невероятно раскрывает это слово. И это потрясающая вещь, что есть композитор, есть исполнитель, есть слушатель. И вот эта вот работа 4 участников, она рождает эту энергию, которая остается в мире, уходит в космос. Скажи, пожалуйста, эта музыка, я сейчас говорю прежде всего о концерте для хора, как о музыкальном произведении, когда ты обращаешься к ней, скажем, после работы в опере Моцарта, «Кази фан тутти», «Свадьба Фигаро», и ты после Моцарта приступаешь к концерту для хора Шнитке. Или вторая ситуация. Сейчас вы много работаете с современными композиторами, к примеру, с Алексеем Летинским. После музыки, которая написана сегодня, вот прямо сейчас, и ты снова обращаешься к концерту Шнитке, что-то для тебя звучит и резонирует по-разному в этой музыке? Или это некая константа, которая всегда едина, с какой стороны и в каком контексте к ней не обратись? Концерт Шнитке, я его воспринимаю как какую-то извечную музыку. Ее даже невозможно сказать, что она современная музыка, она старинная музыка. В ней заложено все.
И просто, когда ты к ней обращаешься, ты должен, наверное, отбросить, ты должен забыть о том, что только что у тебя был Моцарт. И она не отпускает. И даже вот если мы делаем какую-то логистику, мы понимаем, что после репетиции с концертом Шнитке мы не будем ставить ничего больше. Потому что ты уходишь, а она все равно у тебя остается. Она требует паузы с ферматой до и после. Абсолютно. Да. Виталий, можешь рассказать немножко подробнее о тех работах, которые вы и исполняли, и которые, я надеюсь, вам еще предстоит исполнить именно в этом концертном формате? Моя мечта – это исполнить мини-занг, который написан для 52 голосов, то есть дивизия фантастическая. Я думаю, что нашему хору под силу и исполнить это. Эта музыка написана на немецком языке. И если проанализировать все творчество Шнитке, то он, я так думаю, что осознанно пишет только на тех языках, которые ему доступны, которые он знает в совершенстве. Его творчество, практически все, написано на немецком и на русском языках. Так как он был двуязычен, и изначально он говорил на немецком языке, и потом в детстве, конечно, он учил русский язык, и поэтому ему не составляет какого-то большого труда или какого-то мастерства искусственного работать с другими текстами. Но также немаловажно в его творческом списке это стихи покаянные. Они тоже написаны для смешанного хора без сопровождения, и это большой цикл. Насколько я помню, это к тысячелетию крещения Руси было создано сочинение, да. Там необычный текст, он старославянский, его даже достаточно так сложно понять. Но для русского человека, естественно, мы поработаем и с текстом, это не должно составлять большого труда. Мы разговариваем на одном языке, мы чувствуем одну культуру. Можешь ли ты порекомендовать нашим слушателям, скажем так, путь в хоровую музыку Шнитке, вот акапельную? То есть с чего лучше начать, что потом и чем лучше закончить? Вот такой путь, чтобы они могли его проделать, может быть, самостоятельно, если у них будет желание. Я думаю, что, наверное, вершиной может служить хоровой концерт на Рикоци, потому что там достаточно сложная фактура. Если вы слушаете музыку с текстом, познакомьтесь с текстом изначально. Это фантастический текст. Почитайте его. К сожалению, я не владею армянским языком и не могу прочитать на армянском языке оригинал, но перевод достоин этого. Начните с 3 духовных хоров. Во-первых, это по формату достаточно маленький, и все тексты вам знакомы русскому человеку. Используются молитвы «Богородица, Дева, радуйся», «Отче наш» и «Господи Иисусе».
Потом можно, наверное, обратиться и к стихам покаянным. Потому что здесь тоже вы сможете, вам текст будет помогать настраивать себя на какую-то образную структуру. Еще, что мне хотелось бы сказать, это о его дуальности относительно вероисповедания. Вот мы говорим о дуальности его двуязычия, то же самое с вероисповеданием. Как мы знаем, что он воцерковился, да, и обратился в католическую веру достаточно поздно. Тем не менее, его духовник был православным человеком. Даже, по-моему, он сам говорил, что да, он немецкий композитор из России, по-моему, как-то так. Немецкий композитор из России, еще он говорил, что по духовному, как бы по языку молитвы, по своей духовности я принадлежу к русской культуре, я русский. Но, тем не менее, я католик, объясняя это тем, что человек с еврейской внешностью, немецким именем и фамилией креститься в православной вере, это было бы слишком странно, казалось бы, наигранным. Поэтому он оставил веру внутри себя, и церковная принадлежность его католическая. Но, в принципе, истинная религия, мы знаем, она не знает границы. И при этом, да, дорогие друзья, я хочу напомнить, что все-таки Жак Дарвич жил в советское время. Да, немаловажно. Вот это очень важный момент. Вы только представьте, сейчас мы ощущаем свободу, да, вероисповедания, мы можем даже быть буддистами. И тем не менее, вот эта духовность, которая была в антирелигиозной стране, он ее держал внутри себя, и она выходила вот такими замечательными произведениями, потому что он обращается к духовным текстам. И это тот период, когда хоровые коллективы исполняли Рахманинова закрытым ртом, и меняли тексты, кстати говоря. Тихая мелодия называлась «Тебе поем». Или, допустим, Бортнянского все знают как человека, который написал произведение про цветики-лютики. Это или там про весну. Мне тогда уже казалось очень странно, почему нам позволяют исполнять католическую музыку или протестантскую. То есть духовная музыка Баха звучала, а православная музыка не звучала в Советском Союзе. Сейчас мы живем в России, а тогда это был Советский Союз. И обращаться к духовности, это тоже был подвиг. Это был подвиг и вызов. Мне кажется, не случайно, что большая часть духовной музыки и хоровой музыки Шнитке была создана в тот период, когда, в общем, у него в жизни происходили достаточно серьезные события, там и смерть близких, и тяжелые болезни, которые побудили его пересмотреть свои взгляды на многое и как бы изменили его восприятие мира. Он стал и время, и пространство, и категории все те, которые, скажем так, до определенного времени кажутся нам просто словами, какими-то отвлеченными философскими категориями. Но что-то происходит, и мы начинаем понимать, что это и есть суть жизни, это, может быть, самое важное, что в ней есть. И мы начинаем совершенно иначе воспринимать все. И вот духовная музыка Шнитке, она написана
за этой чертой. Хотя вот ты говорил о двуязычии и о его немецких сочинениях, они большей частью были написаны в более ранний период, и мне здесь видится некая такая высшая логика. Я уверена, что это все были закономерные события, то есть ряд немецких сочинений, которые тоже большей частью были написаны на тексты, скажем так, духовные, литургические, средневековые, за одним лишь исключением кантата «История доктора Фауста». Премьера ее была в Вене в 1983 году, и накануне этой премьеры Шнитке покрестился. И дальше следует целый ряд сочинений на духовные тексты, на русские прежде всего. Мы можем сейчас, обсуждая его биографию, говорить, вот удачно, что Шнитке познакомился с Полянским в 70-е годы, да, и вот возникли сочинения. То есть мы можем видеть разные пути, которые привели к созданию целого ряда сочинений. Мы никогда не узнаем, какой из них был верным, но мы знаем точно, что это не случайное стечение обстоятельств, что у него появился ресурс на создание такой музыки, появилось вдохновение, и появились исполнители, которые готовы были это вместе с ним творить. То есть, конечно, благодаря тому, что Полянский со своим коллективом создал вместе с Шнитке такой очень чуткий творческий союз, было создано и исполнено колоссальное количество музыки для хора. Хор «Музыка Этерна» тоже много сотрудничает с композиторами-современниками. Все-таки музыка создается композитором в соавторстве с коллективом, или все-таки он приходит к вам с готовым сочинением, и вы его уже пытаетесь, это такая эстафета, я создал и передал, или это все-таки совместное творчество? Как рождается музыка, когда есть вот такие условия? Расскажи, пожалуйста. Да, Аня совершенно верно подметила то, что если есть творческий союз, композитор и исполнитель, то это замечательно. И творческих союзов достаточно много. Мы знаем то, что Важа Чачава и Елена Образцова, да, это вот два музыканта, которые выходят на одну сцену, которые говорят на одном языке, которые чувствуют невероятно. А если говорить о композиторе и исполнителе, то действительно мы говорим Свиридов, подразумеваем Минина. Мы говорим Шнитке, вспоминаем прежде всего Полянского. Я надеюсь, что если мы говорим хор «Музыка Этерна», то, возможно, у кого-то будут в воспоминаниях такие композиторы, как Алексей Сюмак или Дмитрий Курлянский. Или Филипп Эрсан. С Филиппом Эрсаном тоже мы достаточно много работали над Тристией. И так как Филипп не является носителем русского языка, а в этом цикле есть русская музыка, то мне даже приходилось иногда подправлять какие-то смысловые вещи, даже на уровне ударений. Я бы хотел остановиться и даже процитировать те слова, которые говорил Шнитке об исполнении его музыки. Он невероятно работает со словом, и он чувствует, какой коллектив что может исполнить и как исполнить. Вот приведу пару цитат. Исполнение 4-й симфонии, где используется хор, которое было исполнено в Париже, было неплохим, хотя не получилась важная вещь. Хор того качества пения, которое есть у наших хоров, например, у хора Полянского, когда он исполняет эту симфонию, там не было. И это не только в 4-й симфонии. Я вспоминаю исполнение Минизанга в Лондоне английским хором. Оно было замечательно. А вот всеночную Рахманинова, спетую тем же хором по-русски, я просто не мог слушать из-за русского языка. А это произведение им очень нравится. Конечно, это хорошо и по частоте интонирования, и по акустике, но анекдотичный русский язык для меня невозможен. В 2 симфониях Шнитке использует хор. Это 2-я и 4-я. И причем хор опять-таки используется как глаз духовности. И вот что он пишет по поводу 2-й симфонии. В Лондоне хор прекрасно пел премьеру моей 2-й симфонии. Но там ведь григорианские хоралы. А такие сочинения, как 4-я симфония, должны исполняться здесь. Потому что там
пение, как в православной церкви. И более категорично он высказался относительно хорового концерта, о котором мы с вами разговариваем. Да. Концерт для хора, по-моему, должен исполняться с точным ощущением языка. И поэтому я предпочитаю, чтобы он нигде, кроме России, не исполнялся. И важная деталь, нигде кроме России, значит, что и публика, которая его слушает, тоже должна быть русской, то есть носителями языка, потому что перевод внутри музыкального сочинения, делающий его столь же понятным для, скажем так, не знаю, итальяноязычной, немецкоязычной публики, вряд ли возможен. Потому что все-таки это именно сочинение плоть от плоти русской культуры. И здесь, мне кажется, таким очень важным и ключевым моментом такой факт, что все-таки Григор Нарикоци не был русским. Он был армянином, и его книга «Скорбных песнопений» написана на армянском языке. И, собственно, текст, с которым работал Шнитке, это текст советского еврейского поэта и переводчика Наума Гребнева. И, в общем, без его, недаром это имя стоит в партитуре, без его упоминания, в общем, это, мне кажется, все-таки триумвират, потому что это человек, который стоит между Нарикоци и между Нарикоци и Шнитке. И огромное количество сочинений поэтических мы знаем только благодаря ему, благодаря его мастерству поэта, прежде всего, не только переводчика, но и поэта. Давайте будем благодарны тем людям, которые связывают между собой культуры благодаря своим мастерству перевода. И, конечно, русский язык только обогащается за счет того, что в него вливаются такие потоки из разных культур в переводах. Национальные принадлежности каждого из звеньев. Армянин, да. Текст, переводчик, еврей, немецко-еврейский композитор, греческий дирижер. И русский хор. Причем хор тоже интернациональный. Как носители других языков, которые, я знаю, есть в вашем хоре, потому что мы говорили о том, что он интернационально справляются с русской музыкой, насколько с русской фонетикой, вообще вот с русским языком, как вы с ними помогаете ли вы им дополнительно в понимании вот этого произведения, скажем, этого или любого другого? Я могу сказать, что хор «Музыка Этерна» достаточно много уделяет внимания артикуляции, произнесению текста, к какому бы мы тексту ни обращались. И наивно полагать, что если ты русский, то ты достаточно легко на нем поешь. Я считаю, что наша особенность нашего коллектива, что мы очень бережно относимся к языку. И для нас важнейшим является артикуляция. Я хотела остановиться на одном сочинении, это 4-я симфония. Мне в ней видится некий такой духовный космос, поскольку она соединяет в себе разные религиозные традиции. И хоть Шнитке говорил, что исполнять ее должны на русском языке, что русский хор, но все-таки там есть и православная, и католическая, и синагогальная, и протестантская религии. И это такой совершенный кристалл духовности, в который можно заглянуть с любой стороны, с любой точки вероисповедания и приблизиться к главному смыслу, который Шнитке в нем очень, мне кажется, внятно и доступно. И стоит только открыть сердце и уши, внятно и доступно нам транслирует. И мне кажется, что в этом и есть сам Шнитке. Он соединял в себе разные культуры, разные языки. И здесь этот синтез и религиозных, и культурных традиций, он настолько глубок, что я только лишь могу надеяться, что однажды Теодор и коллектив «Музыка Этерна» начнут работу над этим сочинением, и мы сможем провести целый образовательный цикл, посвященный 4-й симфонии. А пока я предлагаю нашим слушателям послушать запись классическую с хором Валерия Полянского и открыть для себя этот удивительный мир. А мы встретимся с вами уже очень скоро, чтобы открыть партитуру концерта Нарикоци и совершить наше путешествие. Спасибо. Спасибо большое.